Дорогие друзья, на этот раз меня навестила в чудесной Хургаде замечательная женщина из Латвии, Вероника. Она тоже живет в Англии сейчас. Вот, совсем утро, сейчас 8 часов утра, да, Вероника? Рано еще. Наверное, я не знаю местное время. Да, и она говорит: Виктория, приходи пить кофе. И я вот быстренько пришла. Она живет в моем доме несколько дней. Сейчас мы попьем кофе и пойдем гулять. Пойдем с Видой встречаться и гулять. Попала в Египет благодаря вашим. Ой, приятно. Я много источников искала, но на душу мне легли именно ваши ролики, ваши повествования и контингент девчонок наших 60+. Да, я. Потому что дети выросли, а мечта пропала, все выросли. Чему мы стремились? Детей обучить, там, что-то им дать, а все, они уже сами все находят для себя. Ага. И как же тут без солнца? В Англии солнца нет, как я говорю, постоянный дождь и 2 времени года: осень и весна. И весна, да. То есть вы сейчас приехали на 6 дней, а потом? Ну, скажем так, да, обзорный визит. Угу. Если я, как понимаю, меня дети отпускают жить зимой сюда. У меня детям 22, 23 и 35. 22, да, ну уже такие, да, уже такой возраст. Нет, я старородящая, в 40 лет мальчика и девочку родила, абортов не делаю. Так какая что молодец, да вы что, да. супер, супер. Ну, поэтому, может быть, так хорошо и выглядите. Да, спасибо. Не-не, ну вы же очень эффектная, разве вам не говорили? Ну, это, может быть, я сейчас так вот принарядилась, а так в робе всю жизнь ходишь в рабочей одежде. Я-то как тренер, это я вам точно могу сказать. Но я же сразу оцениваю. Все, Да. все, да, я все оцениваю. Мне все это сейчас же уколы красоты, то все. Мне дети говорят: мама, стареть надо красиво. Я говорю: хорошо, я принимаю. Когда вот в душе чисто и хорошо, то оно везде красиво. А когда в душе грязно, никакие уколы красоты же не помогут. Вот, мы тут проведали братьев наших, фармацевтов главных. Они и докторы, и фармацевты, все в одном. Вам не надо тратить деньги на врачей, можно просто вот доктор Майкл и доктор Бола. О! Так, у нас маленький шопинг. У Вероники еще 2 дня, потом она уезжает и что-то хочет деткам купить. У Вероники 3 детей в Англии ждут. Никто не верил, что вот она сюда доберется, все будет хорошо. А оказывается, что все здесь хорошо, потому что здесь живу я. И вот так вот мы встречаем людей, любим, помогаем, чтобы все себя чувствовали безопасно. Слушайте, а потом вы планируете через какое-то время приехать и здесь... Ну, вот я говорю, сейчас я буду это обзорное, чтобы увидеть, посмотреть свой бюджет, как это все сложится. Мне пришлось на досрочную пенсию выйти в Англии по инвалидности. По инвалидности, да? Да, я работать не могу. Не могу. Ну, там так неплохо платят, как вот... Ну, мне хватает, как говорят. Вам хватает. А я думаю, что для Египта это будут вообще хорошие деньги. Ну, да, я посчитаю. Вот. Долгов нету. Ну. Это самое главное в жизни, когда никому ничего не должен. Угу. Наверное, по этой причине здесь так много европейцев, да, что там, допустим, если $500, допустим, для Англии это так себе, а $500 для Египта это очень, даже очень. Ну, я знаю много местных на острове английском, они сдают свои дома и едут. У них почему-то Португалию полюбили. Ну, наверное, не вскрыли еще Египет. Он самый дешевый, самый бюджетный вариант Египет. Фрукты есть? Да. Все. Манго. Детям обещала. У меня такое ощущение, что здесь самый вкусный манго в мире. Да. Но я еще не пробовала. Не пробовали? Я вам покажу здесь палатку. Ну, я одну ночь, вот я только отоспалась. Все-таки есть разница в этих... Конечно. В климате, так, чуть-чуть меня еще... Еще разморенный такой, да?
Ну, это да, это надо. Вообще адаптация длится 2 недели. То есть, О, да. я не Адаптация организма длится 2 недели. Это вам нужно вот столько времени, чтобы не только вам, всем. почувствуйте. Мне хватает, что солнце светит. Правда? Всё, небо чистое. Правда. Я детям сняла, как-то до них дошло. Я говорю, посмотрите, не облачко. Они говорят, Да, мама, вау. да. У нас сегодня по программе встреча в 12 часов с Видой. Вида уже там готовится. Потом, значит, у вас будет перерыв на обед, и мы идем прогулка по городу, покажу вам все пляжи. Ну, вот так, вдоль моря. Пляж, да. Ну, да. Вот, так что у нас вот такие планы. Это все постараюсь заснять для наших дорогих подписчиков. Вот. Поддерживайте Викторию, все поможет. Встретили, привезли, облюбили, все хорошо. Дорогие друзья, вечерком пошла с Вероникой на море. Около 6 часов утра, поскольку все закрыто, мы перелезли через забор. И вот Вероника искупалась, я ее закутала в халатик. И теперь она греется. Сказала, что море очень теплое, ну а воздух уже не очень, конечно. О, мы друг друга снимаем. Это дикий пляж, я его не рекламирую. Это так. Глазам не верю, ребята. Небо чистое, декабрь. Сбылась моя мечта. Стала моржом, могу плавать в декабре. Детям отослала видео Викины. Они в шоке. Говорят, мы теперь знаем, где отмечать Рождество. Я говорю, пальму будете украшать? Они, да, все что угодно. Вот посмотрите, вот лодочки, море голубое. Конечно, после Англии это просто рай. Люди добродушные, все тебя приютят, подскажут. Ну, потому что все на курорте, наверное, здесь большинство, да, Вика? Расслабленная больше. Ой, Ну, вы же на пляже находитесь. Вы же не в офисе. ну да. Ну, не очень я актер хороший, ну ладно. Не, нормально, должно быть естественно. Говорите что-то еще, говорите. Ой, ну что я могу сказать? Вот, ну, нашла райский уголок. Неожиданно для себя, конечно. С помощью вот девочек, бабочек. Атмосфера. Нету слов, ребята. Вика. Так вот. Ну, чем вы занимались в Англии? Ну, контрактную работу я достала благодаря, не знаю, звезды так сложились в школе в начальной. Работа несложная с детками. Детки – это лучшие клиенты. Начальная школа, там до 12 лет дети были. Из 200, допустим, человек в нашем районе, я одна была приезжая в этом составе. Повезло. Мне всегда везет на хороших людей, в том числе и с вами, Вика, мне повезло. Да. Если интересно, как это мой путь был, путь тяжелый, иммиграция не для слабых людей. Я одна приехала с детьми за руку, 3 паспорта в зубах и $300 в кармане было. Спали на матрасах. Ну, а теперь у меня 3-этажный дом. Дети все закончили университеты. Ну, я работала на 4 позициях, конечно. Но все получилось. Бойтесь своих мечт, они сбываются. Спасибо. Вероника, как вам здесь египетское мачо? О, очень даже удивили. Да? Такой, Сразу прям? Прям сразу я вышла с аэропорта. Это предложение такси, это валком. И каким-то образом, вот видишь, человек, и они стараются, и тебе не жалко за лишний $1, не стараются тебе чуть ли не красную дорожку выстелить. Угу. Такие добродушные люди. Не скажешь, ну, don't touch me. Да. Все, они разворачиваются и уходят. Да, Безопасность, мне кажется, тут имеет место быть. Хургада очень безопасный город. Да, как для одинокой женщины. Я тоже так прилетела сама, думаю, вау, что делать? Они такие, ну, как сказать, услужливые медведи, да? Быстренько все что угодно. Да. То, что вам надо, все к вашим ногам. Тут аэропорт от вашей квартиры 7 минут ехать. Угу. Вы просто еще как бы не ориентируетесь, Да, очень да. рядышком все. Так, что-то еще вы... И в аэропорт, ну, когда я до центра решила доехать сама,
и таксисты, они в магазинах, обслуга, они по-английски говорят. Даже по-русски, Да, по-моему, говорят. да? А таксиста нет почему-то. Это другой уровень ребят или что? Но видите как, тут много новых есть, они еще не научились, видимо. Вот, но С нами работать, с туристами, да? Да, может, просто не надо было, не было как бы никакой мотивации, но большинство говорят на английском, и на русском многие говорят, и на немецком многие говорят здесь. То есть есть египтяне, которые говорят на нескольких языках. Ну вот по существу. Я говорю, мне в центр, на Шератон, вот что такое запомнилось, что тут центр, да, Шератон? Мы сейчас тоже же где-то, в другом районе. Чуть-чуть, рядышком, 5 минут Ага. от Шератона. Он говорит, $30. Я говорю, о, нет, говорю. Он говорит, а сколько дашь? Я говорю, 5. Он говорит, хорошо, поехали. Так что молодец. имейте в виду. Да. А просто у меня английский рейс, одни англичане, они велись на это. Для Они них еще- это не деньги, наверное, для Да, такси. да, они еще очень как любят торговаться. Да, это у них в крови, это ничего зазорного. Это так интересно, правда? Не все люди умеют торговаться, но это для них азарт такой. Да, для них азарт. Вот там я говорю такси, он говорит, сколько? Я говорю, 50. Он говорит, 70. Я говорю, 60. Он говорит, садись. Вот так они всегда любят. Вот что-то вот. Вот у нас конечная точка уже. Покупаем духи с Вероникой. Сейчас нам будут показывать самые сексуальные духи в мире. So sexy, yes, мистер? Да. Смотри, какой кудрявый, как мой Маркус. Вау. Ой, очень конфетная. Я люблю такие, как мужские, чуть-чуть побольше. Like a man, like for man, like more sexy, like strong, like this. Вот где сумка Вероники, вот где она оставила. Хорошо, что я рядышком. Вот так вот. В Египте забывают обо всем на свете. И о сумке, и обо всем на свете. What is your name? Омар. Омар? Какой Омар симпатичный. Нет, я хочу этот все. Это next time. Ага. Я еще обязательно. Омар мне всякое дает нюхать, дает. Я тут балдею, а он говорит, а что ты чувствуешь потом? А я чувствую возбуждение, desire. Ты знаешь, do you know what mean desire? No. No? Ну шикарно, ты смотри. Ты смотри, какая женщина. О! Да, будьте богатые, да, обязательно. Все, мы пойдем немножечко прогуляемся. Она скоро приедет еще, не переживай, хорошо? Сейчас, да, она приедет и придет снова еще. Ну все. Удачи. Все, пока. Пока. Идем дальше. Ой, это волнующе очень. Вероника и Вида вместе. Две литовки, две прекрасные женщины встретились в Хургаде, в Египте. Ой, у меня сейчас мурашки по коже идут, но это вообще восхитительно все. Так что мы сейчас немножко с ними пообщаемся, потом я их оставлю, и они тут на литовске будут разговаривать. Как зовут? Как зовут? Алекс! А, так я знаю Алекса. Алекс. У него нос должен быть порванный. А, не, у этого не порванный. Алекс, красавчик ты наш. Да, понимает Алекс. Он знает, что я их люблю. Я никогда не катаюсь, потому что я их люблю. Я им даю просто кушать. И все. Отдыхай, малыш, отдыхай.
Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока. Хочу вам показать, что мне навезла эта удивительная женщина Вероника. Она говорит, не показывай, это все тебе лично, не показывай. Но я не могу не показать.